Мужчина спас львицу, застрявшую в скале. Но то, что произошло дальше, действительно невероятно. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Жаркий полдень накрыл равнины национального парка Хванге. Сухой ветер нес пыль, пробираясь сквозь густую тишину. Редкие старые баобабы бросали скудные тени, а мать-львица вместе с львенком шагала по выжженной желтой траве в поисках хоть какого-то укрытия от беспощадного солнца. Наконец она заметила узкую расщелину в гигантском гранитном валуне и решила спрятаться там. Попыталась протиснуться внутрь, но широкое плечо застряло в узком проеме. Отчаянный рык раскатился эхом по равнине, смешавшись с воем ветра и скрежетом песчинок. Львенок, испуганный и обессиленный, метался вокруг скалы, жалобно поскуливая и бросая умоляющие взгляды на мать. Солнце палило безжалостно. Деревья с их тенью были слишком далеко. Львенок тяжело дышал, его дыхание стало прерывистым. Именно в этот момент по грунтовой дороге прогрохотал пикап службы охраны парка. Внутри сидели спокойный и сосредоточенный Тафадзва Мойо и его напарница, решительная и проворная Линет Нкомо. Они только что закончили изнурительный обход территории и собирались возвращаться на станцию. Но вдруг услышали странный прерывистый рык. Машина замедлила ход, и Тафадзва свернул в сторону, пробираясь сквозь сухие колючие кусты. Там они заметили львенка, метающегося среди деревьев. Увидев людей, малыш бросился бежать. Опыт рейнджеров подсказал, что за львенком лучше проследить. Проехав еще немного, они увидели зрелище, которое заставило обоих замереть. Голова львицы безнадежно застряла в узкой трещине скалы, а ее детеныш стоял рядом, истощенный жарой, но не проявлял агрессии, лишь тихо стонал. Тафадзва быстро осмотрел местность, прошептал Линет правила безопасности, затем достал бинокль и проверил расстояние. Линет открыла ящик с инструментами, вставила анестезирующую стрелу, протерла кончик спиртом и сделала глубокий вдох. Стрела мягко ударила в плечо львицы. Ее рык постепенно стих, словно тяжелый вздох. Львенок сделал несколько шагов вперед и тихо фыркнул, будто почувствовал надежду. Рейнджеры осторожно попытались вытащить львицу, но ее тяжелое тело не двигалось. Когда посветили фонарем внутрь, стало ясно. Острый край гранита впился ей в шею. Любое резкое натяжение грозило смертельной травмой. «Нужно расширить проем», — предложила Линет. Тафадзва кивнул, достал из ящика дрель и защитные очки. Глухие удары по камню разнеслись по саванне, словно сухой гром. Серая пыль повисла в воздухе, а солнце продолжало нещадно палить. Камень был упрямым. Каждый скол давался с трудом, пот катился по лицу Тафадзвы, руки Линет дрожали от усталости. Львенок лежал рядом, терпеливо наблюдая и изредка тихо фыркая. Прошел час, край скалы лишь чуть сдвинулся. Тогда Тафадзва побежал к машине, вернулся со специальным сверлом с алмазным наконечником. Искры посыпались звездным дождем, раздавался оглушительный скрежет. Каменная пыль смешалась с запахом горелого металла. Узкая щель постепенно расширялась, обнажая свежую блестящую поверхность. Линет в это время поила львенка прохладной водой, держась на безопасной дистанции. Тот пил жадно, потом снова ложился, не отрывая глаз от матери. Когда проем стал шире, рейнджеры взялись за ручные зубила. Ритмичные удары ослабили камень, и большой кусок, наконец, рухнул, образовав заметный разрыв. Тафадзва осторожно проверил шею львицы. Глубокая царапина, кровь шла, но артерии не задеты. Линет приготовила бинты и антисептик. После короткой паузы, чтобы рассеялась пыль, они синхронно потянули тело. Львица тяжело выскользнула наружу.
Ее уложили на бок, голову подперли скатанным мешком. Рана была обработана и перевязана эластичным бинтом. Линет положила рядом миску с водой и куски мяса. Львенок осторожно подошел, попил и начал есть, не сводя глаз с матери. Рейнджеры отошли в машину, закрыли двери и выжидали. Солнце медленно клонилось к закату, тень от скалы удлинилась. Стрекотание насекомых стало единственным фоном ожидания. Через 15 минут львица зашевелилась. Ее ресницы дрогнули, дыхание стало глубже, хвост лениво качнулся. Львенок прижался к матери, замурлыкал. Львица открыла глаза, осмотрелась и коснулась носом головы детеныша. Потом слабо лизнула его в знак благодарности. Учуяв мясо, она подняла голову и, вместе с ребенком, начала есть. Над саванной прошел прохладный ветер. Облака заслонили жгучее солнце. Линет записала время восстановления, отметила состояние раны, объем воды. Тафат-Зва сделал фото и GPS-метку для будущего мониторинга. Когда мать и дитя насытились, львица легла отдохнуть, но время от времени смотрела в сторону машины. Потом она встала, неуверенно сделала несколько шагов. Движение шеи было ограничено, но больше не причиняло острой боли. Львенок шагал рядом. Рейнджеры оставили немного мяса на расстоянии, чтобы дать им уйти. Тафат-Зва передал по радио отчет о спасении, координаты и запрос на установку фотоловушек. Линет предложила добавить предупреждающие знаки у опасных скал, особенно в сезон жары. Наконец, львица посмотрела на людей сквозь стекло машины. Ее глаза были спокойными, полными тихой благодарности. Она коснулась носом львенка, и оба издали умиротворенный звук. Затем они неспешно удалились от скалы в сторону тенистой низкой травы. Рейнджеры вздохнули с облегчением. Тафат-Зва закрыл блокнот, глядя на новые трещины в камне, и задумался о хрупкой грани между жизнью и смертью. Пикап завелся, подняв легкий пылевой след, и медленно поехал в сторону центральной станции Хванге. Солнце клонилось к горизонту. На траву легли мерцающие тени, словно новый ковер саванны. История в Хванге завершилась молчаливой благодарностью и тихим обещанием встретиться снова среди нежной природы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.